Всем привет! Тема расклада сегодня. Что он демонстрирует и что на самом деле. Для личного расклада пишите мне в директ в Инстаграме. Итак, поехали. Что за мужчина к нам пришел? Мужчина пришел, который, скорее всего, с которым у вас есть прошлое. Возможно, этот мужчина вам что-то должен отдать. Возможно, с этим мужчиной вы вместе работали. Не исключено, может, проживали, есть дети, да. И еще могу сказать то, что в ваших отношениях давно уже ничего не происходит. Мужчина здесь, который, возможно, состоит в любовном треугольнике, да, который, возможно, нуждается в вас, потому что вы его как ангел. Понимаете, с вами хорошо, надежно, тепло. Так, какой еще мужчина он? Мужчина любвеобильный. Скорее всего, с этим мужчиной. Мужчина здесь манипулятор. Конфликтует с вами, возможно, да. Помимо этого, у этого мужчины есть к вам чувство. Мужчина незрелая личность. Конечно, он еще думает о том, что все ему подвластно. Скорее всего, здесь такой мужчина, с которым, знаете, просто сложно даже с ним разговаривать. Он все делает так, как ему выгодно. Ну и еще, конечно, конфликт есть между вами, борьба. Скорее всего, этот мужчина еще вас ревнует. Еще могу сказать так. Скорее, может, у вас есть общие дети, да, не исключено. Возможно, вы с этим мужчиной вместе также проживали, либо работали. Но он такой незрелый, понимаете, он еще до сих пор ученик. Пусть будет ему 50-60 лет, да, незрелая личность здесь, вообще незрелый. Любит денежки любит такой вот, да. Итак, какие чувства он к вам демонстрирует? Ну, опять повторяюсь, да, то, что он демонстрирует, если он с кем-то проживает на данный период времени, да, он вам демонстрирует, что у него в жизни все хорошо налажено, а с вами не выходит на связь, да. Возможно, там уже и появились дети, может быть, новая семья, либо этот мужчина вообще сам по себе, да, женат. Он демонстрирует вам, что у него все прекрасно, понимаете, поэтому с вами он не выходит на связь. Еще демонстрирует то, что я с тобой вообще не видеться, не слышать, не видеть тебя не хочу. Так, а что на самом деле? На самом деле, что ты чувствуешь этой женщине? Во-первых, я вам скажу, конечно, с выбором он здесь ошибся. Скорее всего, он сделал неправильный выбор, который его убил. Понимаете, здесь мужчина-собственник. Если бы ваши отношения прекратились, да, для него это, знаете, оказалось убийством. Ему настолько стало плохо. Возможно, даже вы сделали свой выбор, да. Но здесь мужчина-собственник, он ни в коем случае не хочет вас терять. Все равно здесь есть и присутствует и любовь, влюбленность есть. Но мужчина здесь двойственный такой. Что еще он вам демонстрирует? Ну, что он такой, понимаете, что он на вас обиженный, что, посмотри, да я мужчина такой, да за мной любая женщина только посвисти и все. Один мой свисток, я такой харизматичный, красавчик. Да я, посмотри, какой мужик, в твой адрес я вообще проявляться не буду, я обижен на тебя. И ты не дождешься, чтобы я к тебе проявился. Вот, например, да, он вам говорит о том, демонстрирует, что да не ты так другая, вообще от меня женщины все падают, все меня хотят. Понимаете, еще демонстрирует вам что, да я с тобой, во-первых, он уверен в том, что вы с ним поступили несправедливо, но он считает, что он с вами поступил справедливо. Он это демонстрирует вам. Понимаете, вот этот, может быть, внутренний у него конфликт есть, с вами есть какой-то ментальный конфликт. И он демонстрирует, что если тебе надо, пожалуйста, сама приползешь, от меня не дождешься. А на самом деле, что у него внутри? На самом деле-то, знаете что? Ну, прийти к вам хочет. Он даже на самом деле хочет вкладываться в эти отношения, даже рассматривает совместное будущее, понимаете? Потому что вы женщина такая, возможно, такую, да, как вы, он не нашел. Вот если, предположим, он выбрал либо супругу, другую там женщину, любовницу, да, все равно ни одной женщины, конечно, женщина с вами ни одна здесь не сравнится. Потому что он понимает то, что, во-первых, вы его искренне любили, вы его любимая женщина, да, которая понимала, прощала, оберегала, эмоционально вкладывалась в него. И он сейчас, понимаете, то, что он скрывает, то, что он готов вкладываться, он готов строить совместное будущее. Так, что еще демонстрирует он вам? Ну, он демонстрирует, если он женат на данный период времени, да, что у него в семье все хорошо, семья, стабильность и деньги, и что он такой вот мужик прям женатый, что у него там любовь царит, вот все прекрасно. А на самом деле вообще его раздражает, да, то, что, во-первых, вы эти отношения, скорее всего, вы поставили здесь точку, да, возможно, то, что здесь либо с вашей стороны, либо с его стороны блокировка, возможно, с обоих сторон блокировка. На самом деле, что он все равно, вот чем вы больше от него закрываетесь, да, тем самым вы вызываете больше интереса, и он не знает, вот как вот вас разгадать, понимаете? Вот с чем вам прийти, что можно предложить вам, потому что он о вас ничего не знает, вы от него, может быть, на расстоянии, в другом городе. За вами, кстати, он следит через интернет, возможно, через третьих лиц собирает информацию. Еще могу что добавить, если этот ваш бывший супруг, да, то, что может давно к вам не проявляться, он все равно демонстрирует, что у него все в жизни, все, в принципе, у него сложилось, понимаете, то есть, кого он выбрал, либо вы его послали, да. На самом деле это не так, это просто его защитная реакция. Помимо этого, если у него, да, предположим, есть другая женщина, он может скрывать другую здесь женщину тайную, понимаете.
Так, давайте посмотрим тогда чувства его к вам. Какие чувства у него к вам? Чувства вас шанс видит. Чувства такие, знаете что? Ваш адрес, какие у него чувства? Во-первых, он рядом с вами, да? У него и стабильность есть, и деньги есть, да? И вот как-то жизнь налажена. И он с вами рядом себя чувствует настоящим мужчиной, у которого и двери открываются, понимаете? А вот сейчас этого нет. И он как бы подумывает, знаете, как бы даже к вам вернуться. Во-первых, вы для него женщина такая, победитель, женщина ценная, понимаете? И, скорее всего, которая покинула эти отношения. Понимаете? Какие еще чувства у него к вам? Ну, чувство секс, во-первых. И я вам скажу, все равно здесь присутствует любовь. Любовь. Мужчина с вами, во-первых, был искренне счастлив. Вы женщина сильная, вы такая вот женщина-победитель, конечно. Но еще могу добавить то, что здесь мужчинка такой, колесничий. От одной к другой, к пятой, десятой. Понимаете, вот его цель такая, увидел, победил. Вот это он такой, понимаете? Но все равно он бы хотел бы, знаете как, либо вот ворваться в вашу жизнь, если он далеко, то приехать, понимаете? Приехать. Потому что очень сильно сексуально вы притягиваете его. Ну, я вам скажу, женщина вы здесь сильная, с характером. Кстати, приехать, да, и попробовать все сначала. Понимаете? Попробовать. Если есть совместные дети, может увидеться с детьми. Вот хочет какой-то шанс использовать, понимаете? Так, ну тогда давайте посмотрим, объявишься ли ты в ближайшее время. Ну, он мечтает, он перебирает, понимаете? На судьбу хочет. Он сейчас, вот, возможно, то, что, понимаете, ваши отношения, я так понимаю, цикличные, да? Но мужчинка, я вам скажу, он просто ищет подходящее время, понимаете, когда можно к вам ворваться в вашу жизнь. Мечтает, планы строит здесь, перебирает, понимаете? Все равно хочет вот как-то заявиться, но хочет так заявиться, понимаете, чтобы таким вот победителем, вот таким красавцем. Вот он хочет, понимаете? Хочет объявиться. Хорошо, ты хочешь, а объявишься ли ты? Ну, женщина здесь... А он, понимаете, он понимает о том, то, что вы-то женщина-императрица. Понимаете, как раньше он с вами играл, здесь уже не получится. Вы с ним Крым и Рым прошли, я так понимаю, возможно. Вы его супруга, либо, может быть, вы старше его, понимаете? И он уже понимает то, что как раньше уже здесь не будет, что он вам может предложить. Понимаете, двойственный, злитесь вы на него, понимаете, что здесь еще? Ну... Во-первых, я вам что могу добавить, да, здесь неважно, отправили вы его, он вас отправил, да, ушел от вас. Сам факт, то, что куда вы его отправили, да, либо он сам ушел. Он теми отношениями, да, он недоволен, куда он ушел. Думал там, что там любовь, понимаете, а там нет, там все по справедливости. Либо еще могу добавить, что вы сейчас, женщины, от него ушли, отказались от него, но он ждал от вас, понимаете, взаимопонимания, взаимолюбви. Любви вашей ждал, думал, то, что он все-таки надеется на ваше примирение, понимаете, на то, что наступит какая-то справедливость. Все-таки надежда у него, надежда. Если вы, предположим, его супруга, то сохранить этот брак, понимаете, что? Потому что мужчина своим выбором здесь, я вижу то, что он, ну, недоволен, понимаете, он хочет восстановить справедливость. Долго ждал. Ну и, наверное, не проявлялся в ваш адрес. Ну, конечно, вы же здесь императрица. Но он понимает то, что все, по-старому здесь уже все не будет. Так, хорошо, еще объявишься ли ты? Нет, пока будет, понимаете? Так. Во-первых, я вам скажу, да, если с ним есть рядом какая-то женщина, да, то она его сдерживает. После чего, ну, здесь мужчинка, во-первых, он разочаровался в вас. Почему? У него вот разочарование. Почему? Потому что вы от него закрываетесь. Понимаете, вы не делитесь, вы-то женщина красивая, самодостаточная, которая и денежку зарабатывает, да, и хозяйство ведет, и все. Но вы сами от него закрываетесь, вы его, возможно, даже видите. Почему вы закрываетесь от него? Но он разочарован и в вас, и в себе. Так, почему вы от него закрываетесь? Почему закрываетесь? Потому что он вам много боли причинил. Да, здесь предательство было. Он подло с вами поступил. Он для вас, понимаете, остался как урок. Просто опыт, урок. Вас высшие силы, понимаете, через этого человека, скорее всего, да, мы это видели, да, вы этого человека очень сильно любили, но через этот его подлый поступок, да, вы очень много с ним страдали, очень много. Понимаете, вас высшие силы от него отвели, указали, с кем вы вообще строите отношения. Если это брак, то там было измены, все, что хотите, понимаете, возможно, даже и насилие было не исключено, какое-то, может быть, физическое, моральное, да, ну, психологическое насилие. Здесь мужчинка такой вот... Вы уже сами поняли то, что он для вас остался уроком, понимаете? Вам высшие силы указали, с кем вы были. Вы слишком много горя с ним повидали, понимаете? Очень много страдали. А он вернуться хочет вернуться. Но вопрос в том, простите ли вы после этого? Понимаете, высшие силы вам показали, с кем вы
находитесь, либо находились в отношениях. Решать вам. Понимаете? Итак, благодарю то, что посмотрели расклад. Для личного расклада обращайтесь в WhatsApp. Я оставлю свои координаты под этим видео, как можно со мной связаться, да, мои контакты. Также всем хорошего вечера.